Привет! Это майский отчет 2026 года о садовнике Шу. Некоторые вещи добавлялись в садовнике и в Шу-матч одновременно. Смотри, что появилось? Появились пальмы, потому что елки на песчаном острове, на жарком, может и бывают, но не очень стереотипно. Появился пирс. Вот этот вот пирс. Он мне нравится. На него становишься, и все эти монстры, которые на тебя нападают, просто бьются об край пирса и погибают. Ой, смотри, как гильзы падают, смешно. Так, скамейки. Скамейки, что-то металлика много в них. Короче, скамейки... Ой, эту я испортил, конечно. Смотри, плавучая. Короче, они немножко вот неваляшечностью страдают. Видишь, я вот так и раз. Вот. Потому что я ее за основу брал от сундука. А сундук у нас неваляшечный. Потом что еще появилось? Это вот этот вот пень. Пень взят за основу из елки, обрезан, увеличен, немножко изменен яишкой. И вот такой вот получился пень. Разработка продолжается. Сейчас версия 0.46.7, но иногда садовник Шу привстает на паузу для того, чтобы сделать более какие-то приоритетные, быстрые, но мелкие вещи. Потому что, сам понимаешь, 2 года идет разработка, и 2 года нет никакой прибыли, и тратить уже просто нечего. Как вообще возникла идея вообще написать игру 3 в ряд? Потому что я понял, что написать 3 в ряд можно за пару недель, что я в принципе и сделал. А садовник Шу можно разрабатывать уже потом, если, например, игра 3 в ряд начнет приносить какие-то деньги. Хотя бы для оплаты квартиры. ВК. ВКонтакте. Спрашиваешь у всяких и агентов, и так далее, у интернетов. Они говорят, что да, белорусский ИП может работать с ВК и получать прибыль с этого вот всего. Я адаптирую, сижу, занимаюсь целый день тем, чтобы подсоединить ВК Бридж. Блин, это, конечно, тоже история отдельная. Подсоединить ВК Бридж к моей игре, чтобы она запускалась в приложении ВК. Я добиваюсь этого, запускаю, адаптирую, пишу в поддержку, что не могу попасть к вам в каталог. На что агент ВК отвечает, что мы не работаем с белорусскими ИП, только с юрлицами. Хорошо, давайте не будем монетизировать эту игру, а просто бесплатно в каталог можно попасть. На что ВК-агент отвечает, мы не добавляем игры, которые не монетизируются. То есть никаким образом вы не можете добавить свою игру, даже бесплатно, в каталог ВК-игры. Такая вот политика. Далее. В Яндекс сейчас проходит повторная модерация. И пока все требования от Яндекса адекватные, все, что он требует к своим играм, которые у него находятся в каталоге, все правильно. Выкатил 5 требований, в которых присутствовало требование выключать звук при переключении закладки, что когда вы сворачиваете браузер, либо переходите на другую вкладку, нужно гасить звук. В принципе, я с этим согласен, что это должно быть опционально. Но раз уж Яндекс просит, конкретно в билде для Яндекса, в Шу-матче, будет вот так, как они просят. Отправил на повторную модерацию. Сегодня 27 мая. Примерно 5 дней или 8, от 5 до 8 дней занимает в целом модерация. И это, я считаю, оправдано, потому что это просматривает
скорее всего, человек. Потому что те видеоролики, которые мне записываются, выглядят так, что это вот реальный человек отсматривает, находит ошибки. Фактически Яндекс выполняет роль тестировщика, бесплатного тестировщика, который показывает на ошибки и говорит, что не так. И что удивило, что некий зарубежный Google Play принял мою игру быстрее, чем ВК либо Яндекс. Казалось бы, хочется поддержать какого-нибудь отечественного производителя, но почему-то сам отечественный производитель не очень-то и хочет, не очень хочет поддерживаться. ВК так вообще отморозились и сказали, что только за деньги да. Хотя они не понимают косвенной прибыли. Ну, чтобы к вам ходили, у вас должен быть контент. Далее. Для Яндекса все понятно, выкатим. А для Гугла тоже для меня открытие было, когда я пришел домой и попытался на мамином планшете запустить игру. Оказывается, она очень тормозит. Блин, что-то не записывается, все, тормоза, баги фиксим. Во время записи этого видео у меня произошел подрыв жопы. Потому что после того, как я рассказал о том, что добавлено в садовника Шу, я перешел на... Вот сюда перешел. На уровень остров Шу, и у меня затрещали какие-то звуки, которых я раньше не слышал. Самое обидное, что я же и на Яндекс, и на Google отправил уже билды на модерацию, но с ошибкой получается. Короче говоря, вот здесь, на мониторах, мы можем видеть, сколько ходов у нас осталось. Вот если мы, например, один потратим, их станет меньше. Сколько цель и сколько осталось собрать. Можем переключать мониторы. Вот кликнули мы и переключили, показывать только цель и периодически показывать, сколько осталось. Каждые 12 секунд он будет периодически мелькать другими цифрами. Вот. И очки. Всего сколько собрано за игру и на этом уровне. И что было? Было вот что. Вот этот камень, вот этот вот паскудский камень просто лежал на земле и делал тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. То, о чем мне когда-то брат рассказывал еще, по поводу того, что это особенности хавок движка физического, который начинает давать какой-то импульс постоянной земле просто от своего веса. И если вы правильно порог не указали, то привет. Так, это у нас кто? Это у нас, видишь, такой же пирс, как в садовнике Шу, такой же дом, такие же сундуки, но кота там нет. Вот этого черненького котика. Вот. Потому что нужен котик, понимаешь? Что нет котика, нету игры. Нужен котик. Так, возвращаемся в исходную игровую позицию. И наблюдаем. Заразно, честно говоря. Я часто, тестируя игру, просто залипал и сидел в ней играл. И даже забывал уже, а что я тут делаю и почему я играю в эту игру. Уже я в сознание понимал, что я что-то не то делаю. Я ведь ее разрабатывать должен, а не играть в нее. Но ухожу в какие-то полутрансовые состояния, просто когда начинаю этими алмазиками двигать и забываюсь. В принципе, это и цель этой игры, чтобы человек отвлекся, мозги отключил, посидел, ну как, какие-то, не то что мозги отключил те мысли, которые ему мешают, и просто тренировал. Кто-то шахматами тренирует, кто чем, короче говоря. Вот. И это уже
версия 0.11.2. Хотя еще даже месяца не прошло с начала разработки. Вот здесь вот в Ошу я всех призываю подписаться на меня в YouTube. Если вы сейчас смотрите это видео на этом же канале и не подписаны, вы редиска, потому что все плохо у меня из-за вас. Я уверен. Так, звук, окружение, графика. Вот, можно менять масштаб. Можно менять масштаб. Если у вас слабенький комп или слабенький телефон, то желательно его менять. Что я еще в Match 3 такого интересного добавил? Ну, во-первых, прощай рандом. Никакого рандома, потому что игра в рандоме неинтересная. Жмем тильду и видим. Мой скилл текущий 4 из 10. Ассистирование происходит 0.44, 0.75 из-за того, что у меня осталось мало ходов. Вот тут показывает лаг, сколько ходов мне конкретно не хватает. Полхода не хватает для завершения миссии. По сути, игра занимается регулярным взвешиванием каких-то параметров успеха текущего и начинает либо подыгрывать, либо наоборот не подыгрывать игроку. Так, сейчас вернем качественный масштаб. Почему это происходит? Потому что если вы сильный игрок, вам становится скучно. У вас здесь число 32 запасных ходов, вы проходите уровни и нет никакого интереса. Либо вы начинающий игрок в 3 в ряд, вы вообще даже не понимаете, почему один раз оно сработало, один раз не сработало. И поэтому я решил, что надо, чтобы игра подстраивалась. И вот эти вот параметры, ну, я не буду сейчас по всем идти. Тут понятно, что это ходы, бюджет ходов изначальных, комфортность игры, вход в нее, выход. Потому что задача удержания пользователя как можно дольше. И надо, чтобы он получал удовольствие. Если он будет все время проигрывать, ему будет неинтересно. Если он будет все время выигрывать, ему будет неинтересно. Поэтому его надо держать, как сказать, саспенс весь, чтобы был всегда у него наготове. Пока что еще оставлена одна кнопка, которую я считаю читерской, детской. Это Enter, который позволяет перемешивать шаффл. Вообще шаффл должен быть каким-то бонусом, либо накапливаемый какой-то такой ультой, что вероятнее всего, либо артефактами. Также хочу обратить внимание, как ведут себя. Видишь, как они, алмазики эти, дергаются. И если мы между собой алмазики меняем, они возвращаются в исходную позицию. Вот, например, с яблоками. А вот эти штуки начинают уже вот как вести себя. Смотри. Оп. Подключился. Либо оп, наоборот. И вот я уже несу его. Чтобы была бесшовная анимация, а не какие-то рывки. Вот, например, я двигаю, становится зелененькая имитация, красненькая, синенькая. Ну, давай красненькая. Это то, что можно сказать по подстраиванию игры под игрока. Добавлены уровни сложности. Вот, уровень сложности повышен. И теперь у меня скилл 5. Но если я проиграю, он меня опять отбросит назад. А, подожди, что я тебе еще не показал? Я же тебе не показал еще один достаточно интересный момент, секрет. Вот, мы можем вращать камеру, а камни летят от нас. Поэтому вот видишь, что я делаю? Я вот этими зелеными штуками прицеливаюсь по сундуку.
И не попадаю. Естественно. Теперь я прицелюсь вот этими синими штуками по сундуку. И тоже не попадаю. Заново понизили уровень сложности. Давай все-таки попадем. Но еще раз зеленым. Слабо. Удар был слабый. Сильнее. О, все. Совершили удар. Получили, открыли сундук. Ну и, наверное, пока не буду уже все остальные секреты рассказывать. Как будто бы они есть. Так, про садовника Шу рассказал. Про Шу Матч 3 тоже рассказал. Ну, наверное, все. Ну, давай. Чеши грудь консервной банкой. Ключ под тазиком. Пока.